Привет всем! При разработке игры часто возникают ситуации, когда одна функция зависит от выполнения предыдущей, создавая цепочки зависимостей. Чтобы запустить следующий эффект или анимацию, приходится дожидаться завершения предыдущего, что нередко приводит к так называемой ситуации callback hell. Подписки на события могут добавить еще больше хаоса. Избежать этого и сделать код более читаемым можно различными способами. Например, использовать асинхронные методы, корутины или команды. Переход на Async Awake может быть сложным из-за того, что асинхронность будет распространяться по всему коду, требуя рефакторинга множества методов и их вызовов. Большинство примеров также опускают некоторые нюансы работы с Async Awake, например, когда дело касается отмены задачи и связаны с этим обработка исключений. Код перестает выглядеть столь же привлекательно, как до этого. Тем не менее, асинхронное программирование – это мощный инструмент. Корутины также являются неплохим решением, но для их запуска требуется наличие monobehavior, а методы придется изменять или добавлять классы обертки, чтобы их можно было использовать внутри корутин. Кроме того, корутины постепенно теряют популярность и уступают асинхронным методам, но упомянуть их все же стоит. Команды не требуют значительного рефакторинга кода и позволяют при переходе на них сохранять логику и архитектуру приложения. Помимо возможности объединения команд в очереди, у них найдется множество других достоинств и применений. Однако для действий и запросов потребуется создавать соответствующие классы. В этом видео мы сосредоточимся исключительно на паттерне команда и командная очередь, а в следующем видео обсудим асинхронные методы с использованием Async Awake. Приступим. Основная задача паттерна команда – упростить и расширить работу с действиями и запросами, превратив их в объекты. Эти объекты можно передавать, хранить и управлять ими различными способами. Самое главное, их можно передать другой системе для выполнения, например, очереди команд, которая последовательно выполняет одну команду за другой. Итак, нам нужна команда, способная выполнять определенные действия и имеющая возможность быть приостановленной по необходимости. Для начала определим интерфейс iCommand с методами execute и stop. Метод execute будет запускать команду на выполнение, а метод stop прерывать указанные действия и при необходимости освобождать задействованные ресурсы или отменять подписку на события. Добавим также свойство, возвращающее состояние команды и соответствующее перечисление. Для удобства добавим события, которые будут вызываться при старте, завершении и остановке команды. Чтобы упростить создание конкретных команд, создадим абстрактный класс Command, реализующий интерфейс iCommand. Этот класс будет задавать общую логику для методов execute и stop, а классы-наследники будут определять конкретные детали их выполнения. Этот подход также является паттерном проектирования шаблонный метод. Добавим пару абстрактных методов onExecute и onStop, реализация которых будет зависеть от конкретной логики классов-наследников. Добавим поле CommentState, хранящее текущее состояние команды. Теперь займемся методом execute. При запуске команды установим ее состояние и вызовем событие начала выполнения команды. После вызовем метод onExecute. Наша команда будет выполняться только один раз, поэтому перед запуском проверим ее текущее состояние, чтобы избежать повторного запуска и запуска во время выполнения. Перейдем к методу stop. При остановке команды сначала потребуется вызвать конкретную логику остановки, установить новое состояние команды и вызвать соответствующее событие. Добавим условие, чтобы метод срабатывал только в том случае, если команда находится в состоянии выполнения. Добавим метод continue, который будет вызывать класс наследник для обозначения завершения выполнения команды. В этом методе установим состояние finished и вызовем соответствующее событие. Для примера реализуем команду, ожидающую нажатия на кнопку. Создадим класс waitButtonClickCommand и укажем, что он наследуется от command. Добавим конструктор, принимающий button, и соответствующее поле. Теперь займемся реализацией методов onExecute и onStop. При запуске команды потребуется подписка на событие onClick. При остановке команды, соответственно, отписка. В обработчике событий нужно сообщить, что команда выполнена, вызвав метод continue, а также отписаться от события onClick, так как команда завершена и ей больше не требуется отслеживать события. Для удобной подписки на события потребуется небольшая доработка. Создадим класс для методов расширения CommandExtensions. Добавим обобщенный метод addOnStarted, который будет добавлять обработчик событий к событию started всех объектов типа iCommand. Подобный метод позволяет удобно добавлять обработчики событий команде, при этом сохраняя тип команды. Создадим аналогичные методы и для других событий. Теперь посмотрим, как воспользоваться командой, ожидающей нажатия на кнопку. Создадим команду
И подпишемся при необходимости на события запуска, завершения и остановки команды. Для запуска команды вызываем метод execute тогда, когда потребуется. Вся сила команды раскрывается при использовании систем, которые управляют командами, такие как очередь команд. Создадим очередь команд, которая будет последовательно выполнять команды, а также позволит добавлять новые команды в начало или конец очереди. Создадим класс CommandQA и укажем, что он реализует интерфейс iCommand. Это позволит использовать очередь команд как команду. Создадим поле для хранения состояния и добавим коллекцию для команд, используя поле типа LinkedList iCommand. Теперь приступим к реализации метода execute. Очередь команд должна взять первую команду в списке и запустить ее выполнение. Предварительно подпишемся на событие finished и сохраним текущую активную команду в поле executing command. Теперь добавим условия запуска очереди команд. Если есть активная команда, то просто выйдем из метода. Добавим проверку текущего состояния объекта. Если командная очередь не активна, то установим состояние executing и вызовем событие started, чтобы обозначить начало выполнения команды. Теперь добавим еще одну проверку. Если нет задач в списке и нет активной команды, то командная очередь поменяет свое состояние на finished и вызовет соответствующее событие. Перейдем к обработчику событий активной команды. По завершению текущей команды потребуется отписаться от нее и присвоить значение null. Затем вызвать метод execute, чтобы запустить следующую команду в очереди. Теперь после завершения одной команды будет повторно вызываться метод execute, что приведет либо к запуску следующей команды, либо к завершению всей логики. Перейдем к методу для остановки очереди команд. Для остановки необходимо поменять текущее состояние на stopped и вызвать соответствующее событие. Но перед этим необходимо проверить текущее состояние очереди, а также остановить активную команду, если она имеется. Чтобы команды могли попасть в очередь, добавим метод add, принимающий команду. Создадим перечисление command add mode, чтобы указать, куда добавлять команду, в начало или конец очереди, и добавим параметр в метод add. В зависимости от значения параметра добавим команду либо в начало, либо в конец очереди. Добавим проверку на null, чтобы избежать попадания в очередь несуществующих команд. Для удобства использования метода сделаем так, чтобы он возвращал текущий экземпляр объекта. Очередь команд готова. Также можно создать группу команд, которая будет выполнять команды одновременно. В текущем видео в это углубляться не будем, но код можно найти в моем репозитории на GitHub. Ссылка в описании. Вернемся к очереди команд и посмотрим, как ее использовать. Создадим очередь команд и добавим в нее необходимые методы. При необходимости можно добавить обработчики событий. Теперь осталось запустить и остановить очередь, когда это потребуется. Также в очередь можно добавить другие очереди команд или группы, все, что реализует интерфейс iCommand. Паттерн команда – это универсальный инструмент, который применяется в разных сценариях. В пошаговых играх паттерн команда позволяет легко отменять или повторять действия игрока. Он также хорошо подходит для управления и отслеживания квестов и их этапов. Кроме того, в самой Unity этот паттерн используется для выполнения отложенных графических команд с использованием Command Buffer, что позволяет управлять рендерингом сцены. Помните, что любой паттерн – это идея, а не конкретная реализация, поэтому в зависимости от ваших нужд и контекста реализация паттерна может отличаться. На этом все. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь. Пока-пока.